Многие родители, которые рассматривают обучение своего ребенка за границей, также рассматривают и вариант переезда за границу самим. Связано это с целым рядом вопросов, например, выдержит ли ребенок стресс от переезда, смены страны жительства, не будет ли у него проблем в языке и общении, не будет ли он слишком сильно скучать по дому, не будут ли сами родители слишком сильно волноваться, пока их ребенок будет находиться на территории другой страны. В общем, все с этим связано. Из-за этого родители, естественно, думают о вариантах, способах переезда хотя бы на первое время, чтобы ребенку было проще адаптироваться и самим не стрессовать. В связи с этим возникает вопрос: может ли родитель переехать в другую страну вместе с ребенком, получив при этом долгосрочную визу на основании обучения ребенка? Давайте рассмотрим подробно варианты стран, где имеется такая возможность, и уточним нюансы по каждому из них. Условно, такие варианты можно разделить на два типа. Страны, дающие визу одному из родителей только на основании обучения ребенка, и страны, где можно получить вид на жительство. К первым странам относится Великобритания. Это единственная страна, где у одного из родителей есть возможность получить долгосрочную визу и проживать с ребенком в течение учебного года. Однако, здесь есть определенные нюансы. Такой вариант возможен только если ребенку не более 12 лет. Поехать в Великобританию может только один из родителей. А школа, которую ребенок планирует посещать, должна быть частной, должна быть зарегистрирована в реестре образовательных учреждений и не должна являться полным пансионом. То есть она не должна быть школой с проживанием. Но если вас такой расклад устраивает, то смело можете подавать документы. Плюсы такой визы тоже есть. Родитель автоматически получает визу на тот же срок, что и ребенок, то есть на срок обучения ребенка. А значит, не придется подавать документы повторно. Для получения визы Parent of a Child Student Visa Holder родитель должен предоставить уже имеющееся у ребенка приглашение на обучение от учебного заведения. Также родитель должен предоставить справку о достаточном количестве средств, которые способны покрыть стоимость проживания и обучения на территории страны в течение учебного года. Возможен и такой вариант. Один родитель едет в Великобританию в качестве сопровождающего, а второй остается на родине и выступает в качестве спонсора, оплачивающего все расходы в поездке. Конечно, не каждая семья готова к такой долгой разлуке, и последний вариант подойдет не всем. Но и здесь всегда можно найти способ, когда один родитель едет по визе сопровождающего ребенка, второй по учебной, предварительно подав документы и поступив в одно из учебных заведений Великобритании на магистратуру или какой-либо еще обучающий курс. Для того, чтобы ребенок мог обучаться в Великобритании, он должен владеть английским языком на достаточном для учебного заведения уровне. Какой это должен быть уровень, это зависит от учебного заведения. В случае, если его знаний не хватает, ему предоставляется возможность принять участие в программе ESL, English as a Second Language, от международных школ. Стоимость обучения в дневных школах Великобритании для иностранцев зависит как от возраста ребенка, так и, конечно же, от самой школы, ее локации, и начинается примерно от 12 тысяч фунтов в год и так далее. Пока мы не перешли ко второму типу стран, обращу ваше внимание, что у нас в компании работают консультанты, которые всегда могут ответить на интересующие вас вопросы, поэтому вы можете перейти к нам на сайт www.maps.ru, там есть онлайн-чат и все контакты, по которым можно задать вопросы. Второй тип стран. Ко второму типу стран относятся Испания, Италия, Швейцария, Кипр и Мальта. Здесь получение вида на жительство для родителей будет в какой-то степени попроще, а в какой-то посложнее. Для его получения необходимо либо приобрести недвижимость на территории данной страны, либо заключить договор о долгосрочной аренде. При этом в момент, когда ребенок будет зачисляться в школу, у родителя или родителей уже должен быть на руках ВНЖ. Или же должны быть поданы документы на его оформление. То есть вариант, когда вы выбрали школу, еще у вас нет ВНЖ, нет ни квартиры, ни аренды, вы выбрали школу и говорите учебному заведению или визовому центру: вот мой ребенок уже поступил в школу, а у вас ни ВНЖ, ни квартиры в долгосрочной аренде или в покупке, ничего этого нет. И, естественно, у вас будет
отказ. Это очень важный момент. Не надо смотреть только на то, что вас, ребенка, может принять школа. Нужно обязательно смотреть, а дадут ли ему еще визу на основании того, что школа принята. Заметьте, школы не принимают решения по выдаче визы. Этим занимается консульство конкретных стран. Само оформление занимает от 3 до 12 месяцев, о чем также необходимо помнить. В некоторых странах, например, в Испании, есть практика выдачи ВНЖ одному из родителей без права на работу, если второй родитель остается на родине и становится спонсором. Посольство Испании, однако, не имеет практики выдачи именно долгосрочных виз для родителей, но есть и другие обходные пути. Родитель может записаться на курсы испанского языка в Испании и таким образом также получить учебную визу, например, на год, что позволит ему приехать в страну вместе с ребенком. Обучение в Европе в государственных школах бесплатно, а стоимость обучения в платных учебных заведениях начинается от 7000 евро в год. Обучение возможно как на официальном языке страны, так и на английском языке. Ну, естественно, не в государственных школах, ну, некоторых государственных можно на английском. Для обучения на языке в стране проживания ребенок должен обладать достаточным уровнем языка, так как дополнительной поддержки касаемо курсов иностранного языка для иностранцев при школах нет. Обучение на английском языке ведется в международных школах. Да, есть международные школы за границей, которые принимают иностранцев. Что касается обучения на Кипре, то тут есть возможность получения семейной визы. Виза для ребенка, она делается очень быстро и несложно. Необходимо просто отправить заявку, и спустя сутки у ребенка уже есть готовая виза. Семья также заранее готовит все необходимые документы для оформления ВНЖ. Все документы должны быть переведены на английский язык или греческий язык и быть заверены нотариусом. По приезду на Кипр некоторые школы помогают семьям с подачей на вид на жительство, который необходимо будет обновлять каждый год. Есть немало вариантов не только для детей, но и для их родителей, и по запросу всегда можно что-то подобрать. Мы понимаем, что процесс может пугать и вызывать сложности, поэтому мы также оказываем помощь в получении визы родителя или семейных. Мы поможем вам проверить пакет документов, уточним все детали и нюансы, а затем отправим документы в школу, и уже совсем скоро вы сможете поехать в другую страну. Конечно, со всем необходимым пакетом документов. Так, это общая информация. Понятно, что есть нюансы. Давайте еще я вам дам некоторые варианты школ. Начнем с Великобритании. Есть школы Лондона, такие как ICS International Community School, частная школа. Это международный образовательный центр. Сегодня здесь обучаются дети больше, чем из 65 стран мира. В начальной частной школе действует программа International Baccalaureate. ICS — это учебное заведение, которое создавалось специально для детей дипломатов, работающих в Великобритании, сотрудников зарубежных предприятий, фирм. И сам центр представлен 2 расположенными рядом корпусами. Находятся они близ Regent's Park, это самый центр Лондона. В лондонском парке после учебы и в выходные воспитанники могут гулять, играть, заниматься спортом. Рядом со школой находится и зоопарк. Следующая школа — это St. Nicholas Preparatory School. Предназначена она для дошкольного образования, то есть подготовительных курсов в школе. Для детей со всего мира от 3 до 11 лет. Общее количество студентов около 250. Находится в престижном и спокойном районе Кенсингтон в Лондоне. Обучение в подготовительных классах, включая детский сад, ведется по методике Монтессори, которая, я думаю, вы многие о ней слышали, она прекрасно себя зарекомендовала и популярна во всем мире. Следующая школа — частная дневная школа North Bridge House Nursery and Pre-Prep. Основана в 1939 году для совместного пребывания и подготовки к школе мальчиков и девочек. Процесс обучения здесь включает в себя адаптированный под младший возраст курс философии, скажем так. Помимо того, что философия помогает учащимся, то есть детям, познавать себя, она позволяет им лучше формулировать свои мысли и понимать окружающих. Очень интересная методика, если честно. Руководство школы утверждает, что 1 год изучения философии приводит к дополнительному прогрессу в чтении и математике. Что касается школ вне Лондона, я буду не только про британские рассказывать. Частная школа Fulham Prep School. Располагается она в лондонских округах Хаммерсмит и Фулхэм. Западная часть города. Учреждение включает в себя 2 кампуса, расположенные на расстоянии примерно
1,5 километра друг от друга. Одно отделение для детей 4-7 лет, а второе для детей с 7 по 13. Еще одна школа вне Лондона — это Lacton School. Она основана была в 1708 году известным виноторговцем Джоном Пьермонтом, чтобы привить детям ключевые христианские ценности, нравственные и моральные нормы. И сегодня здесь обучается около 315 мальчиков и девочек. Причем школа очень лояльна к иностранцам. Они составляют здесь примерно 12% от общего числа детей. Но при этом в школе есть квоты на количество детей из одной страны. Это позволяет соблюдать культурное разнообразие и сохранять при этом дух традиционной старой английской школы. Третья школа британская — это школа-пансион Станар. А находится она в графстве Уилтшир, входит в известную академическую группу, объединяющую лучшие школы по всей Европе. Кстати, данная школа, так же как и Lacton, дают визу Day plus Parent of Child, которая позволяет родителям находиться на территории страны столько же времени, сколько длится обучение ребенка. Школа Downsend Prep School. Это частная дневная школа, современная, инновационная, прогрессивная, и расположена она, конечно же, на территории Великобритании. Учебное заведение входит в международную образовательную сеть Cognito. Да, кстати, многие школы входят в группы школ. Группа эта имеет 70 точек по Европе, Азии и Латинской Америке. В состав школы входит 3 кампуса в городе Leatherhead, Эштед и в городе Эпсом. В 2019 году Даунсенд вошла в шорт-лист лучших участников конкурса «Независимые школы года 2019». Давайте перейдем к другим школам, не британским. Первая страна — это Испания, о которой стоит поговорить. Школа Santa Grande International School предлагает исключительные условия проживания, академическую поддержку, широкий спектр внеклассных мероприятий для учеников со всего мира. Входит она в группу Inspired, это одна из ведущих глобальных групп школ премиум-класса. Группа эта имеет учебные заведения в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. А обучается по всей группе 48 тысяч учеников. Школ здесь более 60. Sage College, школа с британским образованием, находится также в Испании. Ребята учатся как на английском языке, но также делается акцент на изучение испанского. И во время обучения дети осваивают базовые навыки испанского языка для того, чтобы применять их на практике в разнообразных ситуациях. Школа International School San Patricio Toledo. Современная школа с проживанием в европейском американском стиле. Учатся здесь дети от 14 до 18 лет, и учебная программа сочетает в себе программы среднего образования, международного бакалавриата, программы искусства, спорта, эмоционального интеллекта, социальной ответственности и, конечно же, изучение других языков. А здесь изучаются английский, французский, немецкий и китайский. Это помимо того, что вы учитесь испанскому языку, конечно же. И, наконец, Кипр. Школа Xenion High School, одна из лучших частных школ Кипра для детей 12-19 лет. Учебное заведение имеет все необходимые аккредитации и соответствует европейским стандартам качества. Выпускники поступают в университет Великобритании, США, Греции, Кипра, естественно, многие другие страны. Выпускные результаты студентов принимаются по всему миру. На этом у меня все. Обращу ваше внимание, что информация общая, потому что, конечно, всегда каждый случай нужно рассматривать индивидуально. Везде есть свои какие-то нюансы. И если у вас возникли вопросы, пишите в комментариях их или переходите к нам на сайт www.smaps.ru. Мы постараемся ответить на все интересующие вас вопросы. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал. У нас много всего интересного из мира образования, эмиграции. Будем рады!